Всем привет! Сегодня у нас третья часть рубрики «Как научиться рисовать аниме с нуля». Если вы наткнулись на это видео случайно и не умеете рисовать совсем, то прошу посмотреть предыдущие две части этой рубрики у меня на канале. А если смотрят те, кто смотрел вторую часть этой рубрики, то мы продолжим с того, на чем остановились в прошлом видео, то есть рисование голов в разных положениях. Сегодня на примете этих голов мы разберем рисование лица со всеми вытекающими. Я объясню только первые три ракурса, так как точно знаю построение лиц в них, а те, которые ниже, я оставлю как-нибудь на другой раз. Ну что, приступим. Сейчас, подождите, листок достану. Сейчас я нарисую все макеты, а после мы продолжим рисовать лица. Так, приступим. Чтобы был определенный образ, я буду некоторые черты заимствовать у своего персонажа. Я уже объяснял в другом видео, не относящемся к этой рубрике, как рисовать аниме-глаза, поэтому я не буду повторять все, что я говорил там, расскажу вкратце. Глаза можно представить как три одинаковых прямоугольника. Вот. Ну, относительно одинаковые. Вот. Первый и третий это у нас сами глаза, а второй это расстояние между ними с размером этого глаза. Например, сейчас какой-нибудь глаз нарисую. Ну вот примерно так. Я так быстренько просто накидаю. Не буду ничего прорисовывать, просто вот, чтобы вам показать. Вот. Вот, два глаза и размер между ними с один глаз. Вот. Для начала нарисуем лицо в анфас. Вот это вот. Как в прошлом видео я размечал уже эти три лица. Вот я их тут и нарисовал. Так. Пользоваться будем вот данным способом, чтобы нарисовать глаза. Сейчас я нарисую. Разметим вот здесь вот. Вот линия глаз, на ней же и будем рисовать. Я не буду полностью прямоугольники отрисовывать, я просто вот так вот линиями намечу. Так, ну вот примерно вот такие глаза. Уши размещаются между началом глаза, ну вот кончиком глаза и кончиком носа, вот, то есть вот в этом месте, вот между этими двумя линиями, проще говоря. Делаем их не особо выпирающими такими.
волосы чуть выше самого черепа, тем самым добавляя объем головы. Ну и штриховочку по желанию. Не очень вышло, больше на бабу стало похоже, но это будем думать, что это поц. Не очень вышло. Надеюсь, в других ракурсах будет удобнее. Просто я не люблю анфас особо рисовать. Как-то сложно для меня. Теперь приступим. Еще до конца не доштриховал. Подождите. Вот. Все, на этом все. Теперь приступим к рисованию видов 3/4. Так, теперь приступим к рисованию видов 3/4. Тут у нас все то же самое, что и здесь, только рисование глаз будет немножко отличаться. Здесь у нас будет вот этот вот прямоугольник, дальний глаз, вот этот прямоугольник будет чуть уже, или как? Да, чуть уже правого глаза, то есть правого прямоугольника вот этого. Ну что ж, приступим. Ухо у нас будет чуть выше уголка глаза, то есть вот у нас будет вот так вот мысленно чуть передвинется он из-за того, что голова повернута и чуть наклонена. То есть она вот так вот у нас будет. Так, нарисовал тут. Мы еще мысленно помним, что это поц, потому что он все больше становится похож на бабу, но это поц. Вот. Теперь приступим к рисованию вида в профиль. Тут уже нам придется потрудиться, так как это самый сложный из этих трех видов ракурса в рисовании лица. Тут у нас будет выпирать лобная часть, вот эта вот, которая выше глаза, выше глаз, на ней располагаются брови. После у нас идет нос. Ну, давайте я вместе с вами нарисую это. Вот эта лобная часть. Вот лобная часть. Потом идет горбинка вот здесь вот, нос начинается. Потом идут губы. И дальше подбородок у нас идет. Вот. Ну, теперь теперь сам глаз. Глаз у нас вот будет здесь располагаться, но он уже будет по-другому рисоваться. Здесь будет виден только один. И
у него вид немного другой. Сейчас приближу. Вот. Его мы рисуем, опираясь, ну, на эти глаза, но уже в другом положении немножечко. Он больше похож на треугольник, что ли. Вот эту вот часть, вот, как на треугольник похоже. Так, вот. Зрачок у нас будет такой таким овалом, потому что изменяется при таком ракурсе. Здесь нос, веки. Здесь будет брови. И дальше уже я сейчас быстренько нарисую. Хотел бы сказать то, что вот в этом ракурсе ухо у нас будет также между двумя линиями. Так, ну вот и все. До сих пор держим мысль, что это поц, потому что ВКонтакте неоднократно говорили, и да, и знакомые тоже говорили, что больше на бабу похоже, но это поц. Ладно. Собственно, я уже думаю, что тут больше говорить нечего. Если что-то вам непонятно, пишите в комментариях. Это все, что я хотел вам сегодня показать. Вскоре ждите 4-й урок, который будет уже касаться рисования тела. Правда, я не знаю, как скоро он выйдет, и нужно собраться с мыслями и придумать, что дальше рассказывать. Так, посмотрите верхний угол, верхний правый угол. Там должна появиться подсказка. Нажмите на нее, и там будет вопросик, ответьте на него, тыкнув на один из вариантов. А я подожду, пока вы это сделаете, прямо сейчас. Давайте, вот, переходите туда и отвечайте. Я жду до сих пор, давайте быстрее. Все, надеюсь, вы ответили. От того, как вы проголосуете, будет зависеть, с помощью чего я буду рисовать следующий урок. То есть, либо карандашом, либо на графическом планшете с помощью вот такого стилуса. Так, еще, если кто не знает из моих подписчиков, у меня есть группа ВКонтакте. Так, там я выкладываю все, что я рисую. Там много того, что не попадает на мой канал. Так что подпишитесь и будьте в курсе всех дел. И еще у меня есть Инстаграм, я тоже там выкладываю работы. Так что подписывайтесь и туда, и будьте умничками. Все ссылки снизу в описании. Нажмите там еще, и в самом конце будет 2 ссылки. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Ставьте лайкусики, ведь это мотивация снимать видео. И до скорых встреч! Ну, чё, собственно, как обычно, на камеру всегда дерьмище выходит. Прям аж попахивает. Ну да ладно, в следующий раз попытаюсь сделать лучше.